Всем салют! В сегодняшнем видео речь пойдет о кровавом маге. Это очень универсальный герой, подходит абсолютно всем игрокам и тем, кто играет без доната или там с минимальным вложением. Также для игроков, которые вкладывают большие средства и участвуют в ивентах, борются за самые высокие награды. Его самая основная специфика, да, особенность этого персонажа, героя, в том, что у него очень высокий показатель защиты, как физической, так и магической. Вот. Мы можем увидеть, что физатака у него 0, но это никак ему не мешает играть через физических юнитов. Чуть позже объясню. Вот. Благодаря такому высокому показателю физзащиты, также у него это все суммируется с талантом, который уменьшает урон, наносимый врагами. Также есть у него здесь плюсы, да, то есть увеличивает жизнь воинов и также защиту солдат повышает за счет прокачки зелеными слитками, да, мы можем повысить еще защиту солдат, и коэффициент защиты у него там выходит очень высокий. Соответственно, когда ставите юнитов А-ранга, у них больше 1000 получается, да, то есть одна из особенностей, да, то есть из распространенных сборок, которые можно увидеть у простых игроков, это ставит ему 4 костяных дракона, соответственно, и в центр того юнита, который помещается. И все. Костяные драконы, казалось бы, да, если мы посмотрим на физ-атаку, где коэффициент 0, соответственно, очень невысокие показатели атаки у драконов, они там урон особо не наносят, но при этом убить их практически невозможно, очень сложно убить. И за счет того, что у них есть вампиризм, за счет того, что у них показатель защиты гораздо выше показателя атаки у любого соперника, ну, если речь идет о плюс-минус равных. Конечно, если не брать топы арены, да, там каких-то супер топов и простых игроков, там ничего не поможет. Вот. Соответственно, за счет этого можно бороться с более сильными прокачанными игроками. За счет высокой защиты и очень сильных магий. У него очень хорошая магическая линия навыков. Соответственно, у него есть первый, вот он вызывается самонера к себе, который помогает, да, то есть он может воровать души у соперника, да, или наносить урон. Урон, если посмотреть, вот, кровавая стрела, у него довольно-таки неплохой уже показатель базовый урона, коэффициент урона, да, то есть, соответственно, и также мы увеличиваем этот коэффициент урона, прокачивая его уникальный навык, соответственно, эта стрела наносит еще больше урона. То есть у самонера именно, не у героя, а если стреляет его призванный элементаль. Соответственно, помогает очень сильно. То есть против кровавого мага любому сопернику трудно самому ультовать, вот, накопить души. И очень много магического урона вносит. Поэтому если у вас ваш соперник именно кровавый маг, вам обязательно нужна эрозия. Вот. Также вот, если мы его берем в команду, очень важен у него уникальный талант, да, который снижает урон врагов на 15. Ну, урон, наносимый врагами, ну, это не имеет особой разницы. Вот, соответственно, если брать линейку талантов, можно, если вы слабый игрок, да, ну, то есть и у вас соперники гораздо более прокачанные, больше вкладывают средств, вы можете брать защитные навыки талантов. Не так, здесь более атакующие. Но обязательно, как один из самых важных талантов, это, конечно, эрозия. Чтобы ваша магия, то есть у него, когда вы играете через драконов, вся надежда именно на магию. То есть вы повышаете максимальную защиту, чтобы ваши драконы жили как можно дольше. Соответственно, и бьете врага именно магией. Поэтому эрозия ваш один из основных талантов. Также нужно и сопротивление. Здесь его нету. Потом, игрок не может выловить пока высшее сопротивление. Вот, чтобы помогало тоже бороться с магией соперника и повышало выживаемость ваших юнитов. Сила магии, да, тоже очень хорошо подходит. Но это для более таких прокачанных, уже атакующих кровавых магов. Если же все-таки играете от обороны, можно сюда поставить снижение урона или же повышение жизни ваших юнитов, да, то есть чтобы все-таки они жили как можно дольше и больше могли магией их убивать.
Харизма тоже важна, потому что вы не должны пропускать ходы, да, то есть вам тоже нужно набирать очки души, чтобы именно ваш кровавый маг ультовал и убивал ваших соперников. То есть это вот такие вот особенности талантов, да. Вот. Боевые выберем. Ну, как бы вот отвлечение, я не знаю, ну, у него есть, я бы не стал ставить. Но это опять же таланты, как сказал один игрок у нас в игре, это же при выборе талантов, это мы не заходим в бар и не заказываем бармену то пиво, которое мы хотим. Здесь уже что выпадет из тех талантов, которые выпадают, нужно выбирать, да, то есть и когда уже набираете определенное количество талантов, вы имеете возможность сменить точно, тогда уже можно там ставить именно конкретно там нужную вам эрозию, или же, ну, исходя из той тактики, которую вы используете, да, то есть если вы их более атакующий, там у вас кровавый маг, и соответственно тогда там эрозия, сила магии, если вы защитный, то это тоже эрозия, к примеру, с снижением урона, или вот жизни, искусство жизни, или же вот снижение урона, да, тоже ему хорошо зайдет, повышает ну, выживаемость. Увядание воли можно поставить, но я же говорю, что лучше вот ставить такие таланты, которые снижение урона. Также подстрекательство, это если вы играете, именно вот как здесь можно ставить подстрекательство, когда вы играете строем именно магическим, да, для того, чтобы ваш ледяной лорд кастовал все свои и ледяное поле, и замедление, ну, снижение скорости атаки. Опять же, когда вы играете такой сборкой, вот как здесь, я бы не рекомендовал так ставить. Стоит поменять, хотя бы сделать вот так. Почему? Потому что когда ледяной лорд кастует поле свое, да, соответственно, наши губители с края не добегают. С другого места добегут, а с края нет. И если они не добегут, они ходят первыми, да, не получат очки души. Вот. Ну, если у соперника, конечно, нет каких-нибудь там вызванных стеков, да, куда они смогут все-таки дойти, но все-таки край бы не рекомендовал ставить. Вот. По поводу зверей, которые подходят, можно здесь вот стоит золотой дракон, да, он тоже повышает выживаемость нашего героя, соответственно, дает ему жизни, дает щит в самом начале. Также можно поставить вот так, этого питомца, пожирателя солнца, да, то есть он снижает атакующий потенциал ваших соперников, да, то есть и для затяжного боя очень хорош. Чем больше длится бой, тем больше он снижает атаку соперников, да, урон, наносимый соперникам, соответственно, и выживаемость у нас повышается. И победа будет за нами, опять же, но это больше тем, кто играет через именно костяных драконов, да, то есть такая простая сборка, да, очень многие игроки играют также, ну, те, которые не могут позволить себе собрать агрессию, да, то есть и, соответственно, такой вот вариант очень подходит. И если вы играете через агрессию, конечно, уже лучше, ну, подбирать строй под агрессию, да, чтобы использовать максимальную возможность именно с этой агрессией. Если у вас нет такой возможности, то играйте или 4 дракона там, или еще какой-то вариант. Вот сейчас вот появились новые юниты, да, если у вас получается их открыть, они тоже очень хорошо заходят. Также Кирин, то есть не из донатных наших героев, Кирин, как всегда, хорош везде. То есть он наносит урон, во-первых, каждый бой, каждый ход, что будет помогать нашему кровавому магу. Также позволяет быстрее накопить очки души, чтобы ультовать. Соответственно, позволяет нам побеждать. Очень просто качается. Все есть. Из других героев, ну, остальные я не знаю. Ну, если вы совсем вот играете без доната, можно, конечно, пробовать кровавого мага, этого короля драконов, чтобы повысить нам защиту. Но все-таки я бы думаю, Кирин будет лучше, потому что он и очки души нам дает, а также наносит урон, приближая нашу победу. Так как если вы играете от защиты, вам также нужно будет поставить все 6 камней
на физзащиту, если ваши соперники физики, если ваши соперники маги, да, то есть, ну, смотря какой сервер, какие ваши именно оппоненты, тогда можно на маг защиту поставить, да, то есть, чтобы максимально увеличивать защитные показатели ваших юнитов. Вот. Если же вы играете, ну, по прокачанными героями, да, то есть, ну, имеется в виду через агрессию, у вас есть разные юниты, и вы не ставите только костяных драконов, да, то есть, если стоит сборка такая, как, вот, например, у героя сейчас здесь, ну, человека, вот такого варианта, да, то тогда, конечно, я бы рекомендовал все-таки ставить камни на усиление навыков, именно кровавого мага, да, чтобы он еще больше наносил 6 камней, поставить, ну, 40 на 42% увеличите наносимый урон магии, то очень будет эффективно, да, то есть имеем эрозию, силу магии, камни, соответственно, если у вас сет агрессии собран, она дает вам жизни, вашим всем юнитам вы собираете именно правильную сборку. Вот. Также можно сюда воткнуть и костяного дракона. Многие ставят вместо все-таки ледяного лорда, ставят костяного дракона. Соответственно, это дает тоже, ну, выживаемость за счет того, что костяной дракона тоже убить трудно. Он как танк идет, да, и вот новые элементали, у них тоже очень высокий показатель защиты. Они не лечатся, как костяной дракон, но при этом они тоже могут вынести очень много, питать в себя урона. Соответственно, берут в данном случае еще здесь не хватает все-таки джина, да, который бы помогал, ну, нашим элементалям наносить больше урона. Он дает им баф, и тогда они вносят очень много урона. Ну, для этого нужно прокачать харизму чуть больше, и нужен скин плюс 1 харизмы. И тогда в такую сборку влазит и джин. Это очень уже серьезная сборка получается. Вот. Такой вариант развития событий. Но это более прокачанных, сильных игроков. По поводу того, какую ставить машину. Здесь вот стоит катапульта, да, тоже нужная вещь. Она позволяет, тоже добавляет урон, вносит, соответственно, позволяет нам побеждать, да. Ну, можно поставить и палатку, которая бы подлечивала наших там элементалей или того же ледяного лорда и давала возможность ему больше жить, соответственно, больше кастовать свои навыки. Вот. Танк я бы не рекомендовал ставить, да, хотя вот многие считают, что с магическими юнитами танк хорошо, они там стоят, ну, если ваш соперник играет магическими юнитами, стреляющими, да, то есть и вы маг, тогда, возможно, танк хорош, чтобы стрелять. Но, как показывает практика, при просмотре большого количества боев, мне пока танк не очень нравится, за счет того, что он стреляет рандомно, чаще всего стреляет в отдельно стоящие юниты, очень редко стреляет в группу, чтобы наносить урон по площади. Чаще всего это, конечно, одиночная цель, и урон у него у танка гораздо меньше, чем у баллисты. Соответственно, лучше или баллиста, или же палатка. Палатка тоже очень эффективна, которая там, ну, если вы ее хорошо прокачаете, именно одну будете качать, да, если у вас нет возможности себе качать машины. То есть она там на 4-5 уровне уже по 400-500 юнитов лечит вам. То есть это как бы не так и мало. Да, имеется в виду юнитового ранга, да, соответственно, если она полечит пару раз по 500 ваших ледяных лордов и их не убьют, это может сыграть решающую роль. Или же также будет подлечивать вам водных элементалей, которые будут наносить больше урон, ходить и всех убивать. Поэтому палатку не стоит списывать со счетов. Вот, на этом пока все. Будут вопросы, задавайте. Всем хорошего дня.